Товарищ Брежнев тоже любил медальки и имперскую показуху, правда, без присущей Сталину кровожадности. При нем московский патриархат, по сути, стал таким себе общесоюзным главком. Да, этот главк находился под неусыпным надзором 5-го управления КГБ, за которым, в свою очередь, присматривал идеологический отдел ЦК. Компартия не доверяла чекистам и правильно делала. Они же сильно ощипали ее в 1930-х. И, кстати, окончательно кинули в 90-х. За ненадобностью. Понятно. В застой РПЦ не преуспевала, как сейчас. То есть она не купалась в бабках. Но в тот период в них почти никто не купался. Это было не принято. Рядовые совки мечтали о туалетной бумаге. Комсомольская правда для этого годилась плохо. Бумага была шершавой. Советская номенклатура средней руки мечтала, как бы привезти из-за бугра какой-нибудь грюнтик с десятком кассет. Советские пилили головки, как наждачка. Я точно не знаю, отоваривались ли попы РПЦ в закрытых партийных распределителях. Баночка шпрот, бутылочка шампанского, румынские сапожки, если повезет. Старшее поколение, кто остался вменяемым, помнит. Но церковные иерархи, архиереи уже точно принадлежали номенклатуре ЦК. Служебные «Волги», а может и «Чайки», все как полагается. И они честно держали идеологический фронт, чтобы никакие левые приблуды не просачивались, пятидесятники, баптисты, униаты всякие и так далее. И я что-то не припоминаю, чтобы РПЦ, скажем, хотя бы в полголоса осудила советскую оккупацию Чехословакии или вторжение в Афганистан, где было убито больше 1 миллиона афганцев, или позорную советскую психиатрию, когда инакомыслящих объявляли шизофрениками и преспокойно, безнаказанно закалывали до состояния овощей. Я понимаю, церковь вроде как и не обязана противостоять тоталитарным режимам. Она же, как это, озабочена всеобщим спасением. А спасение – это такая абстрактная хрень, что ее как угодно широко толкуй, не промажешь, и за язык не схватят, и в тюрьму не посадят, а деньги платят. Как Юлии Навальной, за все хорошее против всего плохого. Идеально.